Вешаем на стену Стэнли 1.93.981. Между розеткой и выключателем она отлично помещается по ширине. Первая попытка установки превратилась в ролик про нежданчик в стене. Подсказка в верхнем правом углу. Этот ролик посвящен установке и эксплуатации. Из того, что размещено на YouTube, никто не эксплуатировал Стэнли 1.93.981. Это все продавцы, которые просто не понимают, как она будет работать долго. Вот так выглядит эта система хранения. Видимо, она приходит к дилеру в картонной коробке по 4 или по 8. Это вид с передней стороны. Вместо упаковки на ней такая этикетка. На полиэтилене наклейка с русским текстом «Сделано в Малайзии». Проверил штрих-код, наклеенный сбоку, и в цифрах тоже Малайзия. Скорее всего, система хранения была сделана именно там. Сразу после распаковки выяснилось, что конструкция очень хлипкая. На вид едва выполняет свою функцию. Но, на удивление, работает. Если у вас есть вопросы по этой системе, спрашивайте в комментариях. Вон она на стенке висит и хранит в себе мелочевку. Будем на стену вешать две таких системы одним блоком. Одна у меня лежит давно распакованная, а вторую я распакую на камеру. Выбор этой системы – это не первый мой опыт использования Стэнли 1.93.981. На одном месте работы такая система хранения стояла на столе, и в ней хранились всякие электрические расходники. Ответ на вопрос, почему я выбрал именно ее. На момент покупки она стоила за одну секцию хранения на 10 или 15% дешевле, чем российские и китайские аналоги. Распаковываем. Осматриваем и видим, что полиэтиленовая пленка при транспортировке пострадала, и не раз. Возможно, ее приклеивали скотчем и отправляли дальше. При упаковке пленку натягивали от души. Тянули так сильно, что корпус Стэнли 1.93.981 деформировался по бокам. Деформации существенные, и они в нескольких местах. Пленка тонкая, но не тянется. При этом направление волокон видно хорошо, а рваться она хочет только в одном направлении. Сняли пленку. В системе хранения два вида ячеек. Маленькие примерно 14×5 и большие примерно 14×11. Про ячейки и перегородки подробнее в последней части видео после монтажа. Вид сзади. Смотрим, насколько вернулись в геометрию боковые стенки. Хотелось бы, чтобы стенки выпрямились, но они восстановили форму всего на треть. Высыпал ячейки из системы хранения. У ячеек есть упор, который не позволяет им выпадать. Вот он сверху. При вынимании и возврате на место нужно вставлять ячейки с легким наклоном вверх. Система из двух блоков собирается по вертикали. На верхней плоскости 4 выемки под ножки. На нижней плоскости 6 ножек, которые позволяют собрать две системы хранения воедино. Вернемся к монтажу. В прошлый раз неожиданные препятствия внутри стены выявлены, и все готово к установке системы хранения на место. За кадром просверлили отверстия под дюбеля 6×50. Осталось вколотить эти дюбеля на место. Крепкий бетон туго заходит. В дюбеля вворачиваем саморезы и утапливаем дюбеля за подлицо. На всякий случай, чтобы задняя стенка системы хранения максимально плотно прилегала к стене и создавала трение о стену. Нужно максимально сбалансированно перенести вес на стену. Через эти 8 саморезов, чтобы тонкая пластмасса выдержала вес хранимого. На 2 саморезах выставляем горизонт. Попробуй выставить его на такой вертлявой конструкции. Выяснилось, что первый уровень не очень, и после коррекции вешаем заново. Расположение крепежа отвратительное. Конструктор, расскажи мне, как ты думал, как это будут закручивать? Видимо, самые упертые представители школы конструкторов Москвича эмигрировали и проникли на Стэнли.
У меня есть длинный удлинитель от Милуоки, которым я дотянулся до этих саморезов. Ролик про него будет в подсказках справа наверху. Привинчиваем это к стене. С одной стороны плотно, чтобы было хорошее трение о стену. С другой стороны пережмешь, треснет. Кстати, ролик про отвертку тоже в подсказках. Выставил нижнюю секцию по двум точкам и дальше дело техники. Наметил еще два отверстия, просверлил и прикрутил секцию намертво. Ставить секцию на секцию очень сложно. Верхняя секция и сама не фиксируется на основании и ведет себя как желе. Поставил, примерил ячейки и в верхнюю и в нижнюю секцию. Выглядит хорошо. Набиваем верхнюю секцию коробочками с железом. Большая часть набита и нормально себя ведет. Под весом груза Stanley 1.93-981 принимает устойчивое положение. Крепеж держит, и система хранения выглядит монолитно. Старался поставить один на другой и так, и эдак, но щель между фасадами стоит героически. Выявлен конструктивный дефект. В верхний ряд не летит ячейка, из которой что-то выступает. Пришлось эту коробочку ставить ниже, потому что в верхний ряд нет возможности. Набиваем нижнюю секцию. В нижней части у нас будет электротехническое добро, а верхнюю уже заняли резьбовые соединения. Сейчас, когда общестроительная работа выполнена, переходим к вопросу создания перегородок. К сожалению, они не входят в комплект поставки и приходится их придумывать самостоятельно. Я делаю их из подручных средств, проще говоря, из мусора. В Stanley 1.93-981 есть два типа ячеек, поуже и пошире. Stanley выпускает половинные неоправданно дорогие варианты этой системы хранения. Есть половинка с маленькими ячейками размером 14×5, которая называется Stanley 1.93-980. И есть половинка с большими ячейками 14×11. Она называется Stanley 1.93-978. В оба размера ячеек есть возможность ставить перегородки, и странно, что Stanley их не продает. Лезвие для ножей продает, скобы для степлера продает, а перегородки не продает. Хотя расходники – это золотая жила любого производителя. Расходные материалы – это самая быстрая монетизация бренда. На Amazon сотня отзывов на Stanley 1.93-981. И 2/3 из них – это вопросы о том, где брать перегородки. Есть предложение делать их из картона, а также упоминаются неизвестные мне сетевые магазины. Есть более дешевый путь, и сейчас расскажу варианты, из чего делать перегородки. Больше всего перегородок мне пришлось делать для маленьких ячеек. И первым вариантом являются скидочные пластиковые карты магазинов, которых уже нет. Из одной карты можно вырезать две перегородки, но их нужно подрезать по длине и ширине. Идеальным вариантом является карточка, в которой была сим-карта. Ее короткая сторона встает точно в размер. Но эти запасы быстро кончились, и в промышленных количествах я делал перегородки из крышек от сметаны. Эти перегородки хлипкие, но их просто и дешево делать. Сначала я вырезал прямоугольник, но выяснилось, что такая перегородка будет кривиться и выпадать. Надо сложить пластиковый кружочек и скрепить форму бытовым степлером. Тогда у перегородки появится ребро жесткости, которое при установке нужно ставить сверху. Стенки ячейки не держатся никак. Нужно прикидывать ширину в нижней части у стены. Для перегородок больших ячеек я использую обрезки панелей ПВХ, которые подрезаю изнутри у краев так, чтобы перегородка поместилась в пазы. Если бы их не было, то я бы взял сетчатый поликарбонат. Он прочнее, и его резать сложнее. Сюда можно сработать любой пластиковый мусор необходимого размера. При установке есть небольшой зазор. Не страшно вырезать перегородку на миллиметр уже. Какие-то материалы даже можно сделать чуть шире. Углы очень важны, и если их завалить, то придется делать заново. По вертикали нижняя часть перегородки должна ровно стоять на полу, иначе всякая мелочь типа шайб старается проскочить под ней. Верхняя часть ограничена упорами, вот этими держателями контейнеров. И нужно иметь это в виду. При достаточном упорстве упоры вырвут перегородки, и содержимое перемешается. Если вы кладете тяжелые железки с разных сторон, то перегородка должна быть более-менее уравновешена, иначе все равно вылетит из-за гибкости стенок. Кроме ожидаемых проблем с жесткостью стен и перегородок, в эксплуатации был выявлен только один конструктивный недостаток.
В контейнере есть технологическое отверстие, и метизы резьбой М1 или М2 норовят провалиться туда. Есть еще один технический момент, что если из ячейки что-то выступает, то на верхний ряд такую ячейку не поставишь. Надо ставить ниже. Общее впечатление от системы хранения приятное. Конечно, не совсем удобно то, что есть длинный крепеж, который в коробочку не лезет. Но этот минус с лихвой перекрывается плюсами. Можно вытащить ячейку, принести на рабочее место и работать там. Если в ячейке гайки, шайбы и крепеж одного размера, то ты получаешь на рабочем месте 3 в одном, компактно и аккуратно. Все, что не понадобилось, не валяется, а сразу отправляется на место. Кстати, когда коробочка полная, ее просто вынуть так, чтобы ничего не рассыпалось. Казалось бы, грязные железки испачкают стенки и не будет ничего видно. Но по факту этого не происходит. Мутно, конечно, но содержимое определить можно. За этим все. Вывод в том, что вам решать, какая система хранения лучше, но для моих задач с мелким крепежом это отлично подходит. А на этом экране другие видео этого канала, которые могут показаться интересными для вас. Спасибо за просмотр.